У вас был когда-нибудь опыт просмотра сразу нескольких фильмов подряд? Речь сейчас не о сериалах, а именно о киноработах, которые кинотеатр предлагает смотреть вам без остановки. Лично я не любитель такого, но иногда возникает мысль, что неплохо было бы показать вторую часть фильма сразу. Не зря же 2,5 часа сидел. В России подобный формат не популярен. Но иногда нон-стоп кинотеатры предлагают последовательный просмотр нескольких ужасов или показ легендарных серий фильмов. Совсем недавно такое было с «Властелином колец». И я уверен, что-то похожее в ближайшем будущем еще повторится. Но повторится ли когда-нибудь двойной показ работ, о которых пойдет речь в этом видео? Большой вопрос. Приветствую. 16 апреля 1988 года принято считать знаменательным днем для анимации и кино в целом. Дело в том, что именно в этот день в японском прокате появились такие работы, как «Мой сосед Тоторо» и «Могила светлячков». А посмотреть их предлагали по двойному билету, их показывали друг за другом. Об обоснованности такого кинопроката и о магических эффектах после просмотра, полученных на личном опыте, мы поговорим сразу же, как закончим с предысторией. Легендарная студия Гибли была официально основана после успеха «Навсекая» из «Долины ветров». Затем появился «Небесный замок», который продюсировал Исао Такахата, наравне с Хаяо Миядзаки, являющийся основателем студии. Несмотря на большую известность и любовь к этим работам сейчас, в то время выпуск новых анимационных фильмов считался финансово рискованным. Но чтобы продолжать существовать, студии необходимы были новые проекты. Миядзаки хотел создать сугубо личную, лишенную драмы историю о двух маленьких девочках и лесном духе. Но давать деньги на такое японские инвесторы не желали, в то время как Такахата хотел адаптировать «Могилу светлячков» Акию Киносаки, автобиографический роман о брате и сестре, борющихся за выживание во время Второй мировой войны. Произведение о бомбардировках порта Кобе, о личной драме Акию Киносаки, гибели его сестер и о своей вине, которую нес писатель всю жизнь, очень почитаемо в Японии. Поэтому шанс получить деньги на экранизацию был намного выше. В итоге Хаяо Миядзаки, Исао Такахата и продюсер Тошио Судзуки решили снять сразу два фильма в один и тот же год и показать их в один день, друг за другом. За счет того, что «Могила светлячков» являлась более безопасной с точки зрения окупаемости, а также благодаря тому, что просмотр анимационной экранизации книги внесли в часть школьной программы, было принято решение, что работа окупится, если учителя поведут своих учеников и на просмотр Тоторо следом. При этом в двух полнометражных аниме нет ничего общего. Это то же самое, что сначала показать людям «Джонни взял ружье», а потом «Один дома». Антивоенную драму и приятное веселое кино. Полные противоположности. Ничего общего. Но это лишь на первый взгляд. Найти нечто схожее между фильмом о безмятежных радостях в сказочном лесу и о тяжелой судьбе, горе, утратах, выпавших на долю ни в чем не повинных детей, очень сложно. Но определенная схожесть все-таки есть. Эти две работы построены на воспоминаниях и собственных переживаниях режиссера. Да, «Могила светлячков» основана на художественном произведении другого автора, но для Исао Такахаты она не менее личная. 9-летним мальчиком будущий режиссер пережил ужасающие бомбардировки города Окаяма, и первые эпизоды воздушного налета в анимационном фильме одни из самых мучительных и трагичных для восприятия. Тоторо также пришел из детства своего создателя. В юности Миядзаки часто рисовал круглого гибрида медведя и кролика, а в 70-х начал работать над приключениями юной принцессы, которая живет в лесу с похожим, но чуть менее приятным зверьком. И, конечно, эти работы объединяют переживания о семье. В Тоторо показан мир, где люди живут в спокойном равновесии с природой, а главные героини весело играют на улице, но все же в картине присутствует антагонист. Болезнь матери двух сестер, которая поначалу не торопится выходить на первый план. О трагедии в семье, показанной в «Могиле светлячков», лучше всего расскажет сцена, где старший брат пытается отвлечь младшую сестру после того, как их мать оказалась в больнице с ранением. Несколько схожих работ и в оценке исторических периодов. Так, например, в «Могиле светлячков» Исао Такахата успел уделить внимание тому, как на месте разрушенных бедных городов, под завалами которых погибали тысячи людей, зародились огромные мегаполисы. События в «Моем соседе Тоторо» происходят спустя 10 лет после трагичных историй Второй мировой войны. Япония уже оправилась, и в фильме показаны пышные поля, живописные леса района Такарадзава, в котором Миядзаки долгое время жил.
Но сейчас, и уже даже во время работы над анимационным фильмом, это место поглотили пригороды Токио, разрушив некогда окруженную холмами сельскую местность. Но, конечно, несмотря на все вышеперечисленное, аниме очень разное. Различия в настроении. Яркий, сказочный и жизнерадостный Мосисе Тоторо никак не сопоставляется с мрачной, суровой и чересчур реалистичной для анимационных фильмов Могилой Светлячков. Но еще большая пропасть в саундтреках этих двух фильмов. Миядзаки обратился к своему надежному партнеру, композитору Дзё Хисаиси, и для саундтрека к Тоторо Хисаиси предложил композиции на базе сборника недавно сочиненных детских песен. Исао Такахата пошел другим путем, смешивая эмоциональные саундтреки композитора Мичио Мамия с речью персонажей, взрывами бомб, звуками окружающей среды и совместно с происходящим на экране это создает душераздирающие и страшные эффекты. Но как подобные сочетания воспринимали дети, для которых школьные советы специально закупали эти фильмы? В первые дни создатели быстро поняли, что нельзя показывать Тоторо первым, так как очень часто школьники избегали, с трудом воспринимая мучительную Могилу Светлячков. Но даже смена порядка фильмов не особо приводила к успеху. И все же, если вы захотите повторить опыт японских школьников, то каноничным порядком является сначала просмотр Могилы Светлячков, а затем Тоторо. Для того, чтобы снять это видео, мне пришлось поступить так же. Хотя я очень не хотел пересматривать фильм Исао Такахаты. Трагичность и весь сюжет этой картины запомнились благодаря еще первому просмотру. И знаете, эта грусть и печаль передалась и на работу Хаяо Миядзаки, в виде постоянной тревоги, что с героинями может что-то произойти. А добрый мягкий Тоторо — это на самом деле бог смерти, и он сопровождает погибших девочек в загробный мир. Но, конечно, это всего лишь воображение. И все-таки удивительно, что я до этого воспринимал Тоторо как спокойный, приятный, солнечный фильм, но, посмотрев совместно с работой Исао Такахаты, начал тяжело воспринимать тревожные моменты и находить переживания в работе, которая к этому не располагает. Конечно, можно пойти еще дальше и поискать покадровую связь, но мне кажется, это уже лишнее. Сочетание этих фильмов искусственное, и искать какую-то тайную взаимосвязь говорит, что вот эти герои, перевоплощение брата и сестры из-за Могилы Светлячков, наверное, тоже не стоит. Несмотря на то, что работа велась в одной студии, и наверняка при тесном сотрудничестве, идеи фильмов зарождались отдельно друг от друга. И, безусловно, это самостоятельный проект. Так принято воспринимать их и сейчас. Интересно, что студия Гибли обрела настоящий успех только через 2 года после выхода этих работ, когда совет директоров очень неохотно одобрил линейку плюшевых игрушек на основе Тоторо. Эти игрушки оказались очень привлекательны для детей по всей Японии, и продажи подобных товаров поддерживали финансовую устойчивость студии, в то время как Миядзаки и Такахата могли создавать новые тщательно проработанные анимационные фильмы, а не быть зацикленными на частом выпуске аниме. Оба этих фильма сами по себе, в отдельности, являются выдающимися и легендарными работами. Но в паре они продемонстрировали, что студия Гибли, имея в своем арсенале только одну направленность – анимация, может создать целый ряд очень разных историй, от мучительной драмы, ставшей одним из лучших представителей антивоенного кино, до одного из самых ярких детских фильмов. Обе работы, поначалу не столь успешные, стали признаны классикой и лучшими аниме-фильмами всех времен. В течение следующих 30 лет студия создавала и продолжает создавать истории о взрослении, любви, средневековых эпосах и, конечно, сказках, выпускает их отдельно и трепетно относится к своим основателям и работам, которые принесли ту самую мировую известность. Спасибо большое за просмотр, дорогой друг. И как тебе такое сочетание Тоторо и Могилы Светлячков? Стал бы на такое идти? Обязательно делись эмоциями в комментариях под видео. Будет очень интересно почитать. Разумеется, спасибо за поддержку и до скорых встреч. See what you can see with eyes unclouded by hate.